Всем привет, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. У нас есть телеграм-каналы, ссылочки внизу. А сегодня у нас миф Дед Мороз и Морок. Да, даже, наверное, больше легенда, что-то такое. Какая-то, 2 мифических персонажа. да, некая вариация от сказки такая, от сказки про Деда Мороза. Что есть разные части. Есть еще и Морок. Морок. А что же это за Морок? Давай тогда сразу сходу опишем этого героя. Давай. Персонаж, который препятствовал Деда Морозу, чтобы он дарил людям подарки. Часть антагонист. Вот смотри, есть в жизни ребенка есть мать и отец. И до какой-то поры они оба просто замечательные. Пока ребенок не начинает лезть в какие-то вещи, и его начинают учить. Туда нельзя, отсюда нельзя, да. И когда появляются вот эти нельзя или нельзя, возникает негативная часть отца, ну или негативная часть матери. Или у обоих родителей сразу. Это так и возникает на самом деле, что сразу у 2 родителей, да, есть добрые мамы. Не знаю, было ли у тебя такое: "Вот сейчас придет моя хорошая мама" в детстве? Такого не помню, но было другое что-то. Ну, такое Кто-то придет и что-то сделает. И то, что сделает, мне не очень понравится. вот. И, вот эта вот часть Морок — это такая часть отца, отцовского, да, которая заморачивает. Заморачивает? Да, то есть смотри, вот я То есть хочу душнит так. да, то есть вот, я хочу что-то делать, М. а мне говорят: "Нельзя". Нельзя, что ты делаешь, давай Да. посмотрим еще что-то. Да, и вот она страшит. То есть сеять какое-то сомнение, страхи, да? Вот, заморачивает. И уже во взрослой жизни, когда ты уходишь от этой части, возникает какая часть? Ну, ходишь в плане именно ты ее отвергаешь её или ты Ты ее принимаешь? ты её прорабатываешь, да, ты её принимаешь. Ну да, отцом нельзя было, но это не значит, что мне нельзя. Если я это хочу, то мне это можно. И тогда появляется вот эта морозовская часть, Светлая. одаривающая. Да. Да, даришь подарки подарками, то есть теплотой Да. и таким, ну, не то что праздный образ жизни, а вот легкостью в жизни, легкостью внутри. Ну, это Я благословляющая. По сути, получается, Дед Мороз — это такая благословляющая часть отцовского. А Морок такая больше заморачивающая, теневая часть. Теневая часть, но она обучающая. Она обучающая для того, чтобы человек мог сделать выбор. То есть либо я остаюсь в этом мороке, либо я выхожу из него. Либо я остаюсь с этими убеждениями, да, семейной системы, либо я выбираю свой путь. Я выбираю либо быть с этими убеждениями, либо не быть с этими убеждениями. Но я прохожу свой опыт. Либо я опираюсь на опыт системы. То есть, да, для отца, там, для отцовской фигуры был такой опыт, Мгм. но Для меня для меня будет несколько вариантов. И тогда возникает вот этот дающий, благословляющий отец. А еще, по-моему, мне показалось, этот Морок, когда препятствовал Деду Морозу долететь до людей, он тем самым проверял самого Деда Мороза. Ну, вообще, проверка намерения такая происходит. Если часть Морока, она вот именно начинает сомневать тебя в твоем выборе, то, мне кажется, это он еще немножко тестирует тебя на твое действительно искреннее Конечно, намерение. конечно, на искренний контакт между всеми частями личности. То есть он дает понять, это внутренняя такая референция или это внешняя, тебе кто-то сказал. А тем самым это тоже, кстати, очень позитивная часть. Ну, Потому вообще, что вот смотри, как бы очень много целей насаждается извне. очень странно говорить о том, что что-то нужно, что-то не нужно, да, человеку. Человек приходит со множественными, ну вот у него есть множество чувств. Вопрос в том, что как ты с этим дальше обходишься, как ты с этим умеешь ли ты этим управлять или нет, или тобой управляют. Мгм. То есть вся эта история про управление. Тобой управляют или ты управляешь? Какой ты делаешь выбор? Внешний, внутренний, да. Тобой управляет социум, тобой управляют инстинкты, тобой управляют твои чувства. Или все-таки кто в доме хозяин? Конечно, лучше быть самому хозяином в доме. Ну, это лучше, если ты это хочешь, да. По большой части управляет многими телевизор. Ну да, и Ну, разные телевизор, соцсети. соцсети. Посмотрите, как я отдыхаю на картинке, да, вот и давайте всем так. В общем, извне что-то прилетает. И как раз морок позволяет именно посмотреть, насколько это Вот твое. смотри, здесь есть интересный раздел, то, что Морок-то живет в лесу. В бессознательном прям внутри. Да, внутри, а Дед Мороз, он выходит наружу. И сомнения изнутри приходят, когда ты цель получаешь какую-то внутри, ты изнутри тоже получаешь сомнения. Не, действительно я этого хочу, например. Конечно. А действительно мне это надо, а действительно это я именно, а не кто-то мне сказал. Да.
Так что да, и Дед Мороз, как ты сказал, он внешне живет, то есть одаривающая такая часть. И опять же сказка, ну не сказка, миф про баланс такой Конечно. между Мороком и Дедом Морозом. Но нужно знать в лицо и ту, и другую часть. Просто как бы, новогодние праздники, они интересны тем, что все в ожидании Деда Мороза, да, то есть То есть все в чудо. ожидании чуда, да. И вот это вот магическое, мифическое мышление, оно присутствует в человеке. Но нельзя забывать и о другой части, да, о мороке, о той, которая сомневается, о той, которая стережет, бережет, да, она же про бережность. Мгм. В том числе это кажется прям такое корыстное, ты. Нет, все части созданы для чего-то. Для чего? Для того, чтобы не Дед Мороз был творцом твоей жизни и не жить в ожидании чуда, а чтобы ты сам творил чудеса. И наконец-то понял, что ты сам для себя Дед Мороз. Конечно. Ты можешь и творить, можешь и сомневаться. Это круто. Да, да. А можешь творить, сомневаясь. Так и есть. Ты можешь понимаешь, само творчество возникает тогда, когда ты не знаешь, что у тебя будет. Вот, а вот это я, кстати, недавно очень ярко в себе почувствовал. Именно незнание — это очень большое ключевое качество человека, которое надо развивать. Наоборот, Да, надо не знать, какой будет результат, надо не знать, что будет в итоге, когда ты делаешь. Не пытаться контролировать. И когда ты не пытаешься контролировать, получается просто нереальные какие-то результаты вообще везде, когда ты не знаешь. да. Это очень круто. Вот он путь души, путь духа, то есть идти тропой, которой не знаешь. Да. Принимаешь этот путь и просто не знаешь, и наслаждаешься этим маршрутом, Да. пейзажами. Ты понимаешь, вот с одной стороны, вот опять-таки, здесь тоже двоякая история. Ты не знаешь сам путь. Результат. Вот не знаю, какой будет именно результат. Что меня ждет в конце пути, я не знаю. Вот. Я вот только Но ты наслаждаюсь. знаешь, куда ты идешь. Цель-то знаешь? Цель я знаю, направление знаю. Вот, направление. А то же можно ходить вот в в процессе. Конечно. Блуждать, 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 блуждать в процессах и никогда не выйти на свою цель. Просто цель может измениться, но цель-то на самом деле всегда одна. Это прийти к себе. Да, И через незнание очень хорошо к себе идти. да. То есть, когда знаешь направление, когда знаешь конечную точку, ну, даже в элементарных каких-то делах, будь то это рабочие задачи, будь то это отношения, все что угодно. Ты знаешь, чего ты хочешь в результате, ты знаешь примерно, как прийти, но не знаешь, что именно получится. Вот это ключевое. Ну, ты пойми, вот, Не да, не пытаешься вложить свою цель самые в прокрустовое ложе. нет, не пытаешься. Самые такие великие дела, самые, сильные моменты именно, из этой точки и возникают. Мгм. Когда есть интерес и когда ты не сдаешься. Но при этом, повторюсь, не знаешь, должен не знать. Ну, Что в итоге, когда ты как всё же зайдет или не зайдет эта симфония, например, людям. но смотри, когда ты знаешь, ты все уже, Нечему учиться. ты уже этот опыт проглотил, этот крючок проглотил, эту наживку. Это А когда 100. ты не знаешь, ты, идёшь чистой душой, душой ребенка и познаешь. Невероятно круто. Поэтому как бы должны быть сомнения. Абсолютно верно. И тогда возникает чудо. Туда приходит Дед Мороз и оставляет следы на стекле. Красивые узоры этого чуда. Да. И этот весь процесс происходит, вот именно повествование в этом мифе происходит именно в замороженных чувствах, потому что вокруг зима. Да. То есть когда все увлеклось, вот есть только 2 главных таких Но здесь опять-таки, вот я не люблю, когда символы говорят только в замороженных чувствах. ага, Здесь, с одной стороны, в замороженных, с другой замедлить стороны, надо. чистота, Вот про это. да, ясность. Ведь зимой чистое пространство, сияющее, сверкающее, передающее зимой солнце какое ясное, яркое, передающее красоту себя. Да, замороженное, но при этом красивое. И ты начинаешь рассматривать, соприкасаться с собой, начинаешь их видеть. Зимой чувства начинают более проявленные быть. Почему Замедляешься. замедляешься? Почему летом? Летом где ты все время проводишь? На природе где-то В огороде, да? Ну и давай рассматривать тот период, когда сказки сочинялись. Но в м, основном где летом проводилось? Огороды. огороды, да, Да, то есть плантации вот эти да. бесконечные. А зима — это творчество, это дом, это внутреннее пространство. Потребление того, что ты сделал. Потребление и творчество. То есть,
Зимой больше вышивалось, больше плелось, больше делалось каких-то моментов. Вот оно. Зима — время погружения в себя. Ведь вот, да, какие красивые картинки, когда ты там осенью, закутавшийся в плед, сидишь с теплым чаем, смотришь кино или читаешь книгу. Как бы летом эта уже картинка не так греет душу. Ну, как бы летом, да, хочется на велике погонять. Лето — действие, а зима все время по погружению, про отдых, про расслабление, про контакт. Переосмысление, какой-то такой процесс. Зимой Земля отдыхает, расслабляется, материя расслабляется, время духовности Дух выходит. на поверхность. Да, вот он, и Дед Мороз, вот он, и морок. И там как раз именно находили баланс. И Дед Мороз Мгм. крутую штуку сказал. Вот здесь, вот в этом месте возникают чудеса. Если лето — это время материи, Мгм. то зима — это время духов. Дед Мороз сделал отличную такую умозаключение, речь. Сказал то, что мы не враги друг другу. Нет. Абсолютно. Опять про соединение. Да, нахождение баланса вот такого Соединение. и соединения. Но и при этом я к тому, говоря про баланс, то, что они не перетягивали друг друга на какую-то свою сторону. Нет, каждый принимал друг друга таким, какой он Мгм. есть, и переделывал. Это ключевой момент во всех отношениях. Да, потому что один человек начинает переделывать другого, он становится сразу богом. Да, и начинаются интриги, скандалы, расследования. Мгм. Там таким карающим. Причём всегда, кстати. Ну, потому что, да, я тебя сотворил, я тебя любящим, да. Мудрый, я знаю, как лучше. Да. А принять другого таким, какой он есть? Сказка про очень очень важную часть личности, про принятие другого, Да? другой своей части, другого человека. Мне кажется, больше про себя. Да все сказки про себя. Вот, сказки можно рассматривать в контексте мира, в контексте себя, в контексте каких-то поверхностных моментов. Что такое хорошо и что такое плохо. Актуальных. Но опять же, это субъективная оценка. М. Опять же, про себя, значит. И смех этот. Про тебя, и я тебе скажу. Ну, про себя, правда. Подписывайтесь на наши каналы. 500-й подписчик получит от нас 500 рублей. Всем пока. Всем пока.